Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю продолжить серию видео про пирамиды, неизвестные пирамиды на нашей Земле, потому что огромное количество пирамид неизвестных цивилизаций существует на Земле. А значит, если мы не знаем, кто их построил, когда, значит, мы не знаем своего прошлого. А не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Обречен повторять ошибки прошлых цивилизаций, которые привели к тому, что они погибли. Ну и призываю вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на главной странице справа, потому что в Телеграме можно показать больше. Ну, вы знаете, происходит множество чудес, когда YouTube-каналы просто исчезают. Плюс в Телеграме намного больше актуальной информации. Ну, хотелось бы приступить к рассмотрению вопроса по сути, потому что, например, знаете ли вы, что в Китае найден целый комплекс пирамид, их там более сотни. Казалось бы, бери, проводи археологические раскопки, делай туристический кластер. Вместо этого китайцы их скрывают. Причем, например, Белая пирамида, она высотой примерно 300 метров. То есть в 2 раза больше знаменитой пирамиды Хеопса. А все происходит потому, что китайцы эти пирамиды не строили. Они принадлежат совершенно другой цивилизации, более развитой. Да, в определенных условиях она погибла, скорее всего, не так уж и давно. И поэтому об этих пирамидах ничего не известно. Их там действительно сотни. Но их пытаются скрывать, маскировать. Никаких экскурсий туда не водят. А больше их контролируют эти районы, чтобы туда не попадали лишние люди. Казалось бы, да? И это всего лишь то, что известно, но об этом никто не говорит. Или стараются как можно больше умалчивать. Нет никакого туристического кластера, есть просто умалчивание этого вопроса. И то же самое происходит и в Европе. Например, это пирамида Санта-Агата-де-Гои в Италии. Эта находка настолько фантастическая, что официальная наука напрочь отказывается ее признавать. Но такая пирамида не одна. Была пирамида Сент-Андре. Ее снесли. Сказали, дороги, мешали. Мешает она строить строительству дороги. Взяли, да и снесли. То есть в наше время ее уже нет. Величайший культурный памятник взяли, да и уничтожили. Или как раз было неудобно опять же упоминать строителей этой пирамиды. Какая высокоразвитая цивилизация ее построила, зачем, какое она имела назначение, лучше ее просто срыть. И таких уничтоженных пирамид множество. Еще больше забытых пирамид. В Эгейском море была найдена пирамидальный холм по прототипу египетских пирамид. Дискалион, то есть остров в Эгейском море, создан в период, что и самые первые пирамиды Египта. Пирамида скрывалась под слоем земли и со стороны напоминала обычный земляной холм. Она датируется возрастом примерно 4600 лет и построена из мрамора весом до 10 тысяч тонн. Если вы думаете, что пирамиды неизвестны, это где-то там, вот вам аксонометрический план Петербурга, 18 век. Красными стрелочками выделен целый ряд пирамид. И кто их построил, когда, для каких целей. Потому что нам рассказывают, что прошлое совершенно известно. Была единая культурная традиция, которая всем известна. По ней, как говорится, мы жили 1000 лет. А потом бац, и пирамиды. Так кто их тогда строил? Если это строилось в ближайшую 1000 лет, то зачем они строились? С какой целью? С энергетической, погребальной. Если погребально, то какой традиции это принадлежит тогда строить пирамиды для погребения? Потому что не только в Питере, но и в Москве, оказывается, в 1914 году исследователь Стрелецкий, исследуя подземелья Кремля, обнаружил там пирамиду. Казалось бы, опять же, мы все знаем, но не знаем даже то, что рядом с нами. При том, что таких пирамид по всей России тоже огромное множество. Их показывал в предыдущих видео. Все ссылки будут в описании под видео. Переходите, смотрите. Там будет множество подобных видео с неизвестными пирамидами России, которые никто не знает, кто их построил, зачем. И никто не собирается изучать, потому что фактически это запрещено. Россия страна не историческая, любят говорить наши партнеры со всего мира. Но на самом деле это просто запрещено. Никто это не изучает. То же самое можно сказать про северные широкты. Например, в Гренландии нашли недавно пирамиду, после того, как растаял снег. Но забавно, что все окрестности, они четко видны со спутника. А вот именно район пирамиды постоянно какой-то замыленный. Хотя основание пирамиды 1,5 километра. Есть координаты, можете перейти посмотреть.
Ну, такие чудеса постоянно происходят. Ну, плюс неизвестные вроде бы пирамиды, но всем известные. Гора-пирамида на Шпицбергене. То есть, знают, что это пирамида? Знают, но никто не изучает. Ее просто так назвали из-за схожести. Говорят, ну, это вот природные чудеса. Поэтому что их там изучать? Природа чудит, и таких чудес там хватает. Ну, никто их не собирается изучать, хотя, скорее всего, это самые древние пирамиды, известные нам в наше время, по крайней мере. Их строили много-много тысячелетий назад, и, соответственно, если их изучать, придется говорить, кто это делал, куда они делись, соответственно, какие происшествия происходили ранее. Для примера. Слева гора Салхер в Индийском штате и египетская пирамида для сравнения. То есть, ну, и то, что же мы видели на Шпицбергене. Фактически это те же самые пирамиды, только намного больше. Ну, соответственно, их никто не изучает, значит, все, не надо давать никаких ответов. Опять же, про легенды, мифы. Есть много легенд про погибшие цивилизации, там, те же самые потерянные пирамиды. Их никто не изучает. Но вот есть описанный город Ахичхатра, древний город, описанный в древнем эпосе Махабхарата. То есть, в 19-20 веке провели раскопки, и город оказался реальным. При этом нашли пирамидальный храм площадью 187 гектар, высотой 22 метра. И раньше это был всего лишь какой-то холмик. Холмик, да. Холмик, но оказалось, что холмику минимум 4000 лет. И это пирамида такая. Плюс подводные пирамиды. То есть, мало того, что на Земле, в северных широтах, но есть же пирамиды и под водой. То есть, совершенно не так давно был найден подводный кубинский город. То есть, он расположен рядом с Кубой. Вот его модель трехмерная. И мы видим там, опять же, забытые пирамиды. То есть, это не только пирамиды, но и сам город. Соответственно, с теми пирамидами, что мы находим, не исключено, что рядом, опять же, существовали высокоразвитые цивилизации, города, тоже про которых ничего не известно. Если посмотреть на карту, то вот здесь этот подводный город находится с кучей пирамид. И, скорее всего, этот город погиб как раз при катастрофе Атлантиды и второй лунной фаты. У меня есть статьи, опять же, перейдите в ссылках под видео, почитайте. И, соответственно, сейчас он лежит на глубине 600-750 метров. Вот такие там перепады глубин. Когда эта цивилизация жила, когда погибла, ну, никто не знает и не хочет знать. То есть, эхолотом обследовали в 2001 году. Получается, этот город занимает примерно 2 квадратных километра, то есть 200 гектар, глубины 600-750 метров, включает в себя 4 пирамиды, одна из которых состоит из стекла, а скорее всего из горного хрусталя. И на территории города обнаружен сфинкс, и на нем еще есть какие-то надписи. Что об этом известно? Ну, практически ничего. Хорошо, что хоть сказали, что нашли, и то уже хорошо. Плюс, опять же, дополнительные исследования показывают, что в Америке огромное количество еще не найденных цивилизаций, пирамид. То есть, вот они провели, опять же, сканирование лазером джунглей и нашли фактически целую цивилизацию неизвестную в джунглях Гватемалы. То есть, кроме того, там были ранее найдены неизвестные пирамиды, террасы, каналы, дороги, некрополи и так далее и тому подобное. То есть, Америка Южная и Северная тоже исследована очень-очень мало, тем более на предмет высокоразвитых цивилизаций. Кроме обычных пирамид, нам привычных, оказывается, существуют еще круглые пирамиды. Одну из них нашли в Мексике, внимание, она находилась под слоем лавы. Ну, ее расчистили, оказалась круглая пирамида. Так что все еще под землей, еще больше, наверное, таких пирамид. Под водой, под землей, под лавой. Пирамида Бола, недалеко от острова Лорд Хау, где-то в районе Зеландии. То есть, высота пирамиды 562 метра, длина 1100 метров. Нашли ее давно, так и назвали, но никто не изучает, что, кто, когда строил, искусственно, настоящее, нет. Кроме того, существует множество изображений пирамиды на Луне. На Луне и на Марсе. Изучает ли кто-нибудь эти вопросы? Нет. Какие цивилизации там жили? Есть в легендах, мифах. Но современная так называемая наука ничего это не изучает и не собирается. Поэтому нужно изучать это самим. Повторяю, потому что есть универсальные правила. Не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Потому что обречен повторять ошибки прошлых цивилизаций. И тобой будут управлять. И не в самом хорошем плане те, кто это прошлое знают. Для того, чтобы ты эти ошибки повторял. То есть, вел войну сам против себя. То есть, невозможно победить самого себя, можно только проиграть. Когда ты все свои силы направляешь на самоуничтожение, но об этом даже не знаешь.
И помните, повторение мать учения, но информация сразу не усваивается. Переходите, смотрите видео столько раз, сколько нужно. И интересные ссылки по данным находкам оставляйте в комментариях. Все ссылки на используемые материалы есть под видео. Переходите, смотрите. Ну и в телеграм-канале. Также напоминаю, что у меня существует мой сайт, где я размещаю не просто информацию, те же мои статьи, в том числе и запрещенные на ютубе, но я открыл там и магазин. Магазин этот открыт для тех, кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я свою деятельность продолжал. Но те, кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте, пожалуйста, но только перейдите в магазин и посмотрите, что должно быть у каждого человека. То есть у каждого человека должна быть не просто информация, например, о жизни, тот же славянский гороскоп, потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь. Если вы его не знаете, вы живете с широко закрытыми глазами. Но и то же самое, что, опять же, тот же Иван-чай. Это универсальная система снабжения организма витаминов. То есть царь всех растений. Иван-чай. Тот же ОП-метр, без которого нельзя понимать, какую жидкость ты потребляешь, какую еду ты потребляешь. Опять же, этот магазин открыт и для тех, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. То есть в том числе и техническая. Кто хочет получить уже проверенные приборы, получить гарантию от продавца. И все это будет готово просто к использованию. Не общаться с товарищами китайцами, а общаться с живыми людьми, которые вам помогут всегда. Дадут гарантию, если надо, заменят, хотя эти приборы так отработаны, что поломок фактически не бывает. А генератор живой воды, опять же, чтобы вы понимали, там вам нужно следить только за тем, чтобы была обычная работа. То есть была платиновая пластина, которая работает от электричества. И все. Опять же, та же амарантовая мука, это цветок бессмертия. Где вы возьмете, не принципиально, он должен быть у вас. Потому что там все основные аминокислоты. Почему амарант? Это цветок бессмертия. Он называется, он не просто так. То есть вы его можете сами вырастить, найти в своей области, пойти тот же Иван-чай собрать сами себе. Но это должно быть у вас. Потому что без этого нормальная жизнь, функционирование человека невозможно. То есть иван-чай это витамины, амарант это аминокислоты, тоже активное железо. Это ваши кровяные тельца, ваши, опять же, стволовые клетки, которые помогут восстановить ваш организм. То есть все, что собрано у меня в магазине, как раз нужно каждому человеку. Где вы это возьмете, не принципиально. Ну, принципиально о том, чтобы вы знали, понимали, как это работает, как это контролировать. Ну и приходите те, кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я ее продолжал, для того, чтобы сохранялась гармония во Вселенной. То есть вы получаете полезную информацию от меня, ну и я получаю тоже полезное от вас.